Всем Маркиз, привет, с вами я, Лена Кис, добро пожаловать на мою кухню. Решила снять новый для себя формат. Это готовка. Что же я кушаю, что вообще входит в мой рацион питания. Для тех, кто не знает, я пескотарианка. То есть, кто они такие, просто слышно, скорее всего, по соседу. О, господи. Ладно, потом расскажу, кто это такие, уже в комнате. Там менее. Неловко. Короче, у меня на заднем фоне гора посуды, потому что это все надо сейчас будет мыть, потому что у меня все закончилось. Почему, собственно, я начала снимать это видео? Потому что наглядно покажу, что как я ем и что я готовлю. Моя самая сейчас любимая тема — это пароварка. Сейчас тут уже наливаю воду. Тут заранее подготовила, потому что я не ждала, что буду здесь снимать. У меня оглушило. Ничего не разбила. Меня реально оглушило, охренеть. Я надеюсь, что там тарелка не треснула. Короче, да. Далее у нас вот здесь лежат все остальное, то, что помыто. Не знаю, не видно, короче. Берем самый важный. Так, это на верхний слой. Сейчас я буду делать рис. Ставим одну и ставим еще первую штуку, которая несъемное дно. Небольшой обзор пароварки. И третью. Точнее, вторая. Да что ж такое-то? Что еще летает? Ой. Потом берем вот эту тему. Я ору просто. Гениальный ход. Наполняем ее водой. Наполняем ее водой, ставим. И вот здесь у нас лежит то, что я купила сегодня, и рис. Я на всякий случай сразу достану вот эту штуку. Потому что я не знаю, как на этот раз она откроется. В прошлый раз все это закончилось, у меня весь пол был в рисе. Так. Сделаем вот так. Что у нас? Одной рукой это правда быстро не очень удобно, ну ладно. Да, я его обычно иногда мою, иногда нет, но сегодня я решила его не мыть. Если что, цвет у него такой, потому что он пароварный. Вот это вот. Какой он там? Короче. Ладно, неважно. Чисто я, да. Сорян, я первый раз это вообще снимаю, уже делаю. С такого. Короче, ставим. Надеюсь, воды здесь не так много. Как ты обычно, просто меньше наливаю. Самое важное, закрываем. И теперь самое важное, это мы включаем. Отлично, ты не пишешь, ставим на 40 минут. Тут есть специальная кнопочка для рисов, всякая такая. Короче, ставим 40 минут. Все, мы ее загрузили. Ладно, в этот раз я также сделаю, как и в прошлый, чтобы потом не было в рисе.
Вот, пропаренный. Вот. Рис. Короче, вот. Теперь у нас целая чеплашка риса. И мы это все убираем обратно. Также, кстати, у меня тут есть гречка. Еще мне там отдали, я забыла, правда, как она называется. Там еще одна из... Не помню, что это, ладно, потом. Я не дам доставить. Не молоко. То есть это шоколадная хлопья. Мне очень понравились с медом. Очень классный. Но хлопья конкретно я не пробовала, я пробовала шарики. Короче, вот. А теперь приступаю к... Пока она готовится 40 минут, я мою посуду. Не знаю, зачем это снимать, но, допустим, ладно. Это так будет не видно ни хрена. Так, тем временем у нас на 24 минуты осталось. То есть помыла я посуду за минут 20. Почти меньше. Минут 15. Короче, ладно. В общем, потом еще придется все это опять мыть. Поэтому сегодня мытья будет много. Потому что это только первая стадия готовки. Это только рис. Только для первой кастрюли. Вот это самое большое, которое было в самом начале. Потом у нас будет готовка здесь. Вот треугольничков и смеси. Поэтому сейчас ждем 23 минуты. И все. Я пескотарианка, то есть это вот выборочная тема. Я ем рыбу, то есть я ем рыбную продукцию, но при этом еще не пью молочку и иногда ем яйца. То есть вот такая вот у меня рацион питания. Я вот себе буду отдельно вставлять эти моменты с объяснениями, а то это какой-то трэш. То одни, то второй, то я тут путаюсь в этих всех определениях. Короче, теперь плюс-минус вы понимаете мой рацион питания. Тихо! А вот что ты прекратила, а? Вот что ты прекратила. Мне сегодня просто у нее надо будет убираться. Вот она мокрая из-за того, что она херачит поилку, она же не открывается, эта поилка, вот она бесится. Да, Хрома? Я про тебя отдельное видео тоже скоро сниму. Какая-то у меня ненормальная хомячиха. Да, да, ненормальная ты моя маленькая малышка. Все. Да. Ты какая мы. Какие мы ворчуни сегодня. Что это с тобой? Да, кстати, у нее гетерохромия. У нее один классный глазик. Фу. Красный глазик, один черный. Господи, какая же ты ненормальная все-таки порой. Если что, я любя. Потому что, ну, она реально, вы о ней, когда я сниму про нее видео, вы поймете, насколько она немножко нестандартная хомячиха. Либо я не знаю, либо у меня просто впервые такой хомяк.
Ладно, короче, сколько там времени прошло, надо идти проверять. Там еще 17 минут. Ожидание. Короче, весело. Ну, надеюсь, вы поняли плюс-минус мой рацион питания. То есть, да, я ем рыбу, но при этом я не ем ничего из птиц, животных. Из всего этого я не пью молоко, поэтому у меня в основном заменители. Я что-то вот растительное. То есть это вот овсяное, при этом шоколадное. Но я пью так же и обычно, но сейчас они просто надоели, и это для хлопьев в основном. Ну и для какао. Также я ем шоколад. То есть, ну, хотя там есть молочко, но там в основном заменитель молока, поэтому... Что еще из такого? Иногда могу позволить себе мороженое. Но мороженое, кстати, тоже 50 на 50, потому что где-то натуралка, что потом у меня может быть и реакция на натуралку. А где-то так же, как и в шоколаде заменителей, у меня вообще нет никакой реакции, вообще нет никакой проблемы вообще. Молочка в основном это не только выбор в пользу пескотарианства, потому что это был именно мой выбор, короче, у меня непереносимость лактозы, то есть вот это как раз молочного компонента у меня не усваивается организм. Поэтому в целом, когда я перешла на пескотарианство, мой организм такой, кайф. А так в основном овощи, фрукты, всякие другие крупы и рыба. Самый белок. Поэтому у меня в основном все, что здесь, это тресковые котлеты и лососевые треугольники, такие в панировочке. Но вы их увидите попозже. Далее в программе. Я тоже буду все подготовить. Точнее, я их буду просто их по факту немножко пропарю. Так-то они, по идее, готовые, так там быстроварка. Поэтому посмотрим. 15 минут. Мне сейчас, получается, в Ютубе написали о том, что меня нашли по видео от Джеффи еще 4 года назад, и то, что я до сих пор выпускаю видео, и мне пожелали удачи. Это так мило, это так круто. Просто это так мило вообще. Просто вау. Спасибо большое за такие комментарии. Короче, у нас тут в ящике на вручуне есть вот такая подготовленная конструкция. Сейчас понадобится. Сейчас это рис, который надо будет сливать. В общем, вот она. Давайте я так сделаю. Я кот. Что я не знаю. Короче, выглядит это как-то вот так. Выглядит красиво. Так лучше сделать. Да, обожглась паром. Наверное, впервые настолько сильно за все время того, как я готовлю.
Короче, теперь самое главное дать ей остыть. Потому что, ну, во-первых, по ней видно. О. Тут открыто окно. Короче, теперь она будет остывать. И после этого можно загружать будет ее заново. Теперь у нас есть готовый рис. Вот так вот он выглядит. Там пока сливается. Я уже готовила для него кастрюлю. Самое, знаете, что интересное? Самое интересное, когда я начала обжигаться паром, то есть это мой дерганный в этот момент, когда я дернулась, что она уже меня обожгло, я еще пытаюсь понять, поставить ее на место или это, я еще этим, и, короче, это еще больше прожгло мне руку. И это такой себе, на самом деле, фрагмент этой всей истории. Но в целом это нормально, то есть терпимо. Но до такого лучше, конечно, не доводить, быть аккуратной все-таки с этим всем. Что говорю, я впервые, наверное, так сильно прям обожглась. То есть прям... Ну, неприятно, но не шибко больно. То есть просто неприятно тебе прикасаться к месту. Хотя сейчас... Хотя нормально. Ладно. Заживет. Надеюсь. Так. Теперь берем кастрюльку. Чтобы тут это все продемонстрировать. О. Реально просто так. Теперь мы это опять-таки моем. Очень много мытья, когда ты готовишь. Блин, вообще жесть какая-то. В общем, пока здесь сижу, охлаждаю. Ожог. В общем, сейчас еще почитала, то что да. Если что, я промывала теплой водой, не холодной, сразу после того, как обожглась. Но в целом у меня пузырей нет, значит, не вторая степень, уже хорошо. Первая. Заживет за 2-5 дней. Сижу, охлаждаю, там минут 5-10 написано. Ну да, в воде и легче. Я посмотрю, что камера там, и не здесь, поэтому... Так, у нас остыла наша пароварочка. Теперь мы ее опять, я налила уже воду для нужной отметки. Надо не перелить. Так, вставим все обратно. Теперь мы вот эту штуку загружаем. У нас гавайская смесь. Так. Вот вообще пишут о том, что ее надо варить 10 минут. Но этого времени не хватает, по крайней мере, чтобы вот эти вот частички проварились. Поэтому я ставлю на минут 15. В общем, готово. Это первое. Теперь мы берем вот эту штуку вторую, но для нее нужно дно. Поэтому мы берем дно. До щелчка. Все, дно не выпадает, уже хорошо. И мы берем наши тресковые... Ой, тресковые, господи. Лососевые треугольники. Вот так вот все выглядит. Так как они в целом готовы, их я просто по факту отдаю еще раз паром, ну и разогреваю в каком-то контексте. Прикоснулась опять. Да. Больше есть осложнение теперь.
Мы их высыпаем. Сейчас я немножко сделаю вот так. Тут они хорошенько так кладутся, ложатся, не знаю. Сейчас мы тут делаем так, чтобы между ними оставалось пространство. И вуаля. То есть между ними остается пространство, чтобы оно вот здесь все тоже пропарилось. И вот в такой вот контексте мы его закрываем и включаем на минут 10. Фу, 15. Можно сделать было проще, но я пошла трудным путем. Короче, ставим на минут 15. Все. Оно, по идее, должно быть готово. Скоро. Да, все-таки правильно сказали, что надо охладить. Вот, пожалуйста. Вообще как будто ничего не произошло. Короче, круто. Там пока осталось 5 минут. За эти 5 минут можно подготовить все остальное. Ладно, прикасаться еще больно. А в целом нормально. Конечно, она еще не успела высохнуть, но все же. Донышко чистый. Короче, это для треугольничков. Это для смеси. В целом отлично. Теперь это да. В общем, вот так-то все выглядит. В целом все шикарно. Сейчас наверх. Сейчас на самом деле я не знаю, как это будет выглядеть, потому что я в основном правша, хоть и учусь быть левшой еще, ну, амбидекстером, но все же. То, что сейчас нельзя руку. Хоть нормально. Не получается. Я думала, хуже будет. Да, я учусь быть амбидекстером, поэтому не удивляйтесь. Эй, падай. Ладно. Потом по другому пути. Стоять. Там. Гончики готовые. Их шибко-то не шибко надо было. Они так были готовые, собственно. Их надо было подправить чуть-чуть. Так, тоже сюда. На остывание. Так, теперь вопрос на миллион. Оп. Нормально. А тут теперь будет веселее. Потому что там надо больше взаимодействия. Так, это мы берем. Это мы берем. Сейчас я, наверное, все-таки сделаю по-другому. Так, поставить. Можно вроде вот так. Если она кривая, то сорян.
В общем, потом надо будет домыть саму пароварку. То есть вот это все вылить, потом сполоснуть и оставить, там накрыв крышкой. А теперь, ну все, готовка в целом завершена. Так, теперь осталось по самой поесть. Наверное, все-таки вот рис сейчас надо будет подогреть, что он уже остыл. Сейчас мы, короче, ставим чайник. Да, у нас он немножко со странностями, не обращайте внимания. У нас не перегорела одна тема. Наше блюдо. Теперь хопа. Так, все легко режется. Делаю из этого мини. Готово. Теперь вот этого немножко сверху. Вуаля. Это соусы. Сырный и теряй. Перемешивать это будет очень весело. Ну, собственно, готово. И я рис еще не брала. Ну, отлично. Ну, даже тут подготавливается чай. В общем, на этом было все. Всем спасибо за просмотр. Берегите себя. И всем мур, пока.